общем-то, лебедку воткнул. Засунул ее так. До этого снимал уже, наговорил там, но не включил видео. Е-мое. В общем, запихал я ее так, не снимая кронштейна. Стоит, что сначала ее надо на раму установить, а потом уже раму поднимать, ну, уже с лебедкой. Но я один, я это просто не смогу. Поэтому уже поставил раму. И потом здесь место есть. В общем-то так более-менее хватает. Аккуратненько запихал лебедку. Одно, что мне не очень нравится, мне совсем не нравится, что вот там вот эти вот шланги маленько зажимает и перегибает. Не сильно, конечно, но есть. Сейчас включу свет. Покажу поближе. Вот. Видно, что вот этот первый шланг ближний перегибает. А это у нас охлаждение коробки передач. Вот это не будет хорошо. Надо что-то тут тоже думать. Как-то их переставить, переложить. Вот так вот. Вот так лебедка стоит. Сейчас буду ее прикручивать. И вот что я еще говорил. Вот этот вот переключение редуктора. Но у меня сейчас так высоко получается. По идее, редуктор можно развернуть. Откручиваешь эти болты и разворачиваешь его. Но не в нашем варианте. Оставил так его наверх. Потому что назад просто вообще нереально. Там упирается в радиатор. А если вперед развернуть, место-то вроде есть, но я потом никак не подлезу, чтобы переключить его. Вот. И я говорил насчет пульт управления. Пульт управления, по идее, он должен ставиться вот сюда наверх. Но он сюда просто физически не влезет. Поэтому нам придется его вынести под капотное пространство. Это вот у меня здесь фара сейчас снята. И вот на левую сторону туда. Там место есть. Там как-то расположится вот этот пульт. Вот, место там есть, я уже посмотрел, когда фару поставлю. Места там хватает. Сюда пойдет пульт и компрессор. Вот маленький компрессор на 12 вольт. Компрессор я тоже хочу поставить. Почему? Во-первых, чтобы, если где колеса стравливать буду, чтобы имел возможность подкачать. В общем-то, можно и, конечно, компрессор взять переносной. Они небольшие, не тяжелые, а не бортовой. Я взял бортовой компрессор еще из-за одной причины. Потому что буду ставить блокировку заднего моста. И блокировка, она тоже работает включается с помощью сжатого воздуха. Вот, поэтому будет бортовой компрессор. А так-то тоже, если на всякий переносной, можно с собой брать. Вот так. Ладно, прикручу сейчас лебедку. Вот, посмотрим. Возможно, придется еще раз снять. Посмотрим.
Так, поставил бампер. Теперь нам надо вот это вот крепление для радара маленько модифицировать. То есть нижнюю часть надо отрезать, потому что она упирается в лебедку. И потом вот такое специальное крепление. Оно тоже шло вместе с рамой для лебедки. Вот, ее надо сюда установить. Что отрезаем нижнюю часть. Радар я уже отцепил, вот он лежит. И отрезаем кусочек. Я для этого болгарку взял. Включайся. Ну что ты? Можно и ножовкой по металлу. Вот, сейчас я ножичком края обработать, чтобы не такие острые были. Можно зажигалочкой обработать, это пластмасса. Это не так принципиально. Я ножичком срежу. Так. Ну вот. Убрали эту часть. Вот теперь встает сюда идеально. Специальная отверточка. Просто наживлю саму эту рамку. Скорее всего, радар потом надо будет калибрировать. Честно говоря, не знаю. Если надо будет, я вам обязательно сообщу. Так. Теперь буду. Вот очень интересно. Как? Надо посмотреть. Итак. Вот я приготовил уже это крепление, которое шло. Тут, в общем, была какая история. В этом кронштейне есть уже отверстие. Ну и типа надо было просверлить в этой пластмасске. А я так посмотрел, здесь в этой пластмасске уже есть готовое отверстие для шурупа. И с обратной стороны она еще утолщенная, да? Ну и я, в общем, решила, почему не просверлить здесь. Здесь мне надо было ниже еще просверлить, да? Вот, и теперь так вставляю. И ляпота. Вот у меня тут специальный болтик еще остался. Оригинальный. Вот, закручу его туда. И все. Шик. Вот, ну обработаю сначала, прежде чем я все это закручу, я красочкой сейчас все это дело обработаю, чтобы не ржавело. И ставим. Итак, работа продолжается. Теперь надо поотмечал я тут бампер, в общем, повырезать кое-что. Здесь вот снизу
там два болта передних для лебедки, они чуть-чуть мешают. Ну, в общем, я вырежу здесь отверстие, чтобы бампер хорошо лег. Вот, теперь спереди отметил, где будет выходить трос, надо вырезать. Потом сбоку, вернее, здесь вот спереди тоже маленечко надо подработать, маленько поубирать. Это для переключения лебедки. Ну и здесь мне тоже кое-что надо убрать. Там мешают шланги. Вот. Ну, в общем, как-то так. Заводим инструмент. И понеслась. Так, ну, просверлим тут. Так. Ну, просто чтобы головка шурупа. О. Посмотрим потом, будет подходить, нет. Если что, доработаем. Так. Как-то мне. Так. Не забываем средства индивидуальной защиты. Очки одеваем. Я этого, конечно, сейчас не сделал. Но лучше одеть. Итак, проверим. Угу. Так. Чуть-чуть еще можно увеличить. Так будет надежно. О! Отломалась. Диск отломался. Победитого поставим.
Ну, пользуюсь сверлом как фрезой. Так, сейчас это дело зачистим, чтобы края не были острыми. И можно будет примерять. Так, теперь вырезаем отверстие для буксировочных крюков. 2 штуки я тоже поставил. Тоже заказал, они пришли, уже прикрутил на плату. К нему прилагались вот такие вот шаблоны, где вырезать отверстия, да? Там что-то как-то все неоднозначно. Вот. Так что если по идее как-то вот так должен прилагаться, да? Но я померил, блин, не подходит, не совсем. Вот, то есть это отверстие надо маленечко сместить друг к другу, ну, поуже сделать. Ну, вырежу, посмотрим, надеюсь, что правильно. Ляпота. Ну, в общем, шаблоны все хорошо. Что-то я, честно говоря, не понял, как там чего. В общем, мне надо подрабатывать. Что лучше? Я сначала отметил по шаблону, прикинул. Что-то нифига они не совпадают. Ну, в общем, как-то так. Теперь придется малость подрабатывать еще. Вот. Ну, ничего, лучше подрезать, чем, вернее, ну да, не дорезать, чем перерезать. Ё-моё. Это обзывается типа немецкое качество. Хотя это не немецкое, я заказывал во Франции. Это вот. Французы, короче, работают так же. Не лучше китайцев-то. Времена те кончились. Когда Made in Germany, блин, или Европа было хорошее качество. Теперь, по-моему, наоборот. Китайцы стараются что-то делать. Ну, как-то так. К сожалению, другого производителя я не нашел. Хотя где они делаются, это тоже вопрос. Это тоже вопрос, конечно. Ну, все там же где-то.
Поехали дальше. Так. Прикинем еще раз. И еще раз. И еще раз. Итак, мораль той басни такова. 7 раз поставили, 8 раз прикинули, пару раз отрезали, 3-4 раза дорезали, подрезали, подшлифовали. И все совпадает. Все нормалек. Все, теперь все хорошо. Встает отлично. Ничего не мешает. Так, теперь я эти края обработаю. И все, и можно уже ставить его на место. Но снимать, конечно, еще раз придется. Все равно еще придется, когда лебедку подключать. Как-то так. Вот с шаблонами меня, блин, до сих пор это самое. Я угораю. Ну, хоть какое-то направление, да, чтобы... Ну, 100% оно почему. Может, я прикладывал не так, я не знаю. Ну, как-то... Как-то непонятно. Края, в принципе, можно и ножичком только маленько обытывать. Или огнем. Ну, просто чтобы не острые были. Шлифовалкой, когда делаешь, пластмасса опять плавится. Так что подрабатываем еще ножичком. А так все. Красота.
еще раз. Ну вот, в общем, этот этап прошел. Все подошло, поставил опять бампер. Но это, конечно, сниматься он еще будет разов так цать. Вот пока так. До следующих встреч. Tonight I'm moving like